Тихие волны Индийского океана омывали рыбацкую лодку «Мираж» в 300 километрах от побережья Мьянмы. 4 рыбаков — Санджай, Киан, Раджеш и Бинь — закидывали сети в надежде на хороший улов. День был знойным и безветренным, ничто не предвещало необычных событий. Первым странность заметил Санджай. На поверхности воды, метрах в 50 от лодки, двигался темный силуэт. Сначала они подумали, что это акула или дельфин, но движения были какими-то слишком вялыми и необычными. Киан взял бинокль и сосредоточил взгляд на объекте. Через секунду он выронил бинокль от потрясения. В открытом океане плыл взрослый тигр. Остальные сначала подумали, что Киан шутит, но, посмотрев в бинокль, они увидели огромную полосатую тушу, беспомощно дрейфующую в воде. Это был амурский тигр, явно истощенный и на грани сил. Его движения становились все более медленными. Рыбаки переглянулись в молчании. Невозможно было представить, как лесной хищник оказался так далеко от суши. Старший в группе Раджеш немедленно связался по радиостанции с береговой охраной Янгонского порта. Он сообщил координаты и описал ситуацию. В открытом море умирает тигр. Сначала диспетчер не поверил, переспросил несколько раз, но, услышав серьезность в голосе Раджеша, пообещал срочно выслать спасателей и велел держаться на расстоянии. Пока Раджеш говорил по радио, остальные осторожно маневрировали лодкой. Тигр время от времени уходил под воду, и только его полосатая спина или уши появлялись над волнами. Казалось, он вот-вот утонет. Рыбаки не могли поверить в происходящее. Их лодка находилась в сотнях километрах от берега в открытом океане. И тут огромный тигр, который по всем законам природы не должен был оказаться в таком месте. Они пытались угадать, откуда он мог появиться. Сбежал с зоопарка, с дрессировочного судна. Но все это казалось маловероятным. Через 2 часа показался корабль береговой охраны «Чинлон», которым командовал капитан Нау Лин. В составе команды была и ветеринар Лай Мье, специалист по диким животным из округа Шан. Корабль подошел без создания волн, чтобы не погубить зверя окончательно. Лай Мье, взглянув в бинокль, поняла — еще немного, и тигр не выживет. По ее команде в воду опустили специальную платформу для морских млекопитающих. 2 пловца в гидрокостюмах медленно направили плот к хищнику. Когда они приблизились, тигр слабо зарычал, но не пытался атаковать. У него просто не было сил. Лай Мье набросила мягкую петлю на шею тигра и помогла пловцам подтянуть его на платформу. Тигр слабо сопротивлялся, когти скользили по резине, но в этих движениях чувствовалась только отчаянная борьба за жизнь. Постепенно, сантиметр за сантиметром, тяжелое тело хищника оказалось на плоту. Из его шерсти текла соленая вода, обнажая худощавое тело с выступающими ребрами. Когда животное оказалось на плоту, его медленно подтащили к борту. На Чинлоне уже был готов подъемный кран с ремнями. С исключительной осторожностью тигра подняли и уложили на палубу на маты под тентом. Лай Мье немедленно ввела ему успокоительное, установила капельницу, накрыла термоодеялом. Температура была критически низкой, дыхание прерывистым, пульс едва уловимым. Экипаж корабля превратился в медицинскую бригаду. Кто-то поддерживал грелки у его лап, кто-то подносил оборудование. Ветеринар работала методично, как в операционной. В течение следующих 4 часов, пока судно мчалось к берегу, Лай Мье и ее помощники боролись за жизнь тигра. Он дважды приходил в себя, 1 раз с рыком и расширенными зрачками. Но Лай Мье успокаивала его голосом: «Ты в безопасности, все хорошо». Когда корабль прибыл в Янгон, у пирса уже ждал вертолет. Тигра подняли на носилках, загрузили в медицинский отсек.
Вертолет доставил его в реабилитационный центр при университете Мандалая. Там тигру дали имя Таунг, океан на бирманском. Тигра подключили к капельницам, ввели препараты от шока, пневмонии, сердечной недостаточности. На протяжении 3 суток он находился в полусознании, на грани между жизнью и смертью. Несколько раз его сердце останавливалось, и врачи запускали его с помощью дефибриллятора. Состояние легких вызывало тревогу, они частично заполнились морской водой. В это же время началось расследование. Вспомнив о контрабандистской активности в регионе, службы безопасности проверили все суда, проходившие этот район в последние сутки. Спутниковые данные показали странный маневр судна «Серый облако» под флагом Лаоса. Его путь прервался возле координат, где был найден тигр, а затем резко сменился курс в сторону международных вод. Подозрение подтвердилось. Береговая охрана перехватила судно в порту Дананг во Вьетнаме. Во время досмотра в его трюмах обнаружили более 300 животных, среди которых панголины, носороги, обезьяны, редкие птицы. Животные находились в жутких условиях, многие были на грани гибели. Операция по их спасению растянулась на 5 дней. В ней участвовали десятки ветеринаров и зоозащитников из разных стран. Тигр Таунг тем временем начал медленно восстанавливаться. Через 10 дней он впервые поднялся на лапы, через 2 недели начал есть самостоятельно. Через месяц он уже рычал, как положено царю джунглей. По мере восстановления он удивлял ветеринаров необычным спокойствием и наблюдательностью. Он не боялся воды. Наоборот, он тянулся к ней, иногда часами лежа у искусственного водоема. После 2 месяцев реабилитации Таунг был перевезен в охраняемую лесную зону на границе Мьянмы и Китая. Сначала жил в просторном огражденном вольере, где проходил адаптацию. Через месяц его выпустили в дикую природу. Он был снабжен GPS-ошейником, позволявшим следить за его передвижениями. Спустя 3 месяца Таунг полностью адаптировался. Он занял территорию, вытеснив молодого леопарда, начал метить границы, охотиться. Биологи следили за ним, он стал символом. Его история — история невероятной воли к жизни. Она изменила восприятие дикой природы в обществе. Теперь каждый год в день его спасения в Мандалае проходит церемония. Дети из школ, зоологи, военные и простые жители приходят послушать рассказ о тигре, который не сдался. О том, как одно животное остановило контрабандистов и спасло сотни других. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.